В этот день мы начинаем свое путешествие из Бангкока в Аютаю. Бывшая столица Таиланда находится в 70 километров от Бангкока. Садимся на рейсовый автобус на северном автовокзале Мочит. Проводим в пути около 1,5 часов и за 55 бат оказываемся в бывшей столице Сиама. Аютая – это одна из самых главных достопримечательностей Азии, вторая по значимости после камбоджийского Ангкор-Вата. В настоящее время является лишь столицей одноименной провинции. Аютай условно делится на два района – новый и старый город. Мы приехали изучать старый район, в котором мы сейчас и находимся. Именно здесь расположены руины древнего города. Город был основан в 1350 году и оставался столицей до 1767 года. Сиам был самым могущественным государством в Азии, а столица – самым крупным городом мира. Население Аютаи составляло более 1 миллиона жителей. В городе было построено 400 храмов, 3 дворца, и все это было обнесено 12 километрами стены. Причиной падения города как столицы в 1767 году стал приход бирманцев, которые почти разрушили город до основания, оставив лишь руины. Город восстановлению как столица не подлежал. В таком заброшенном виде древняя Аютай пребывала около 200 лет. На данный момент город функционирует как огромный музей под открытым небом. В 1991 году ЮНЕСКО внесло Аютаю в список мирового наследия. К основным достопримечательностям Аютаи обычно относят 5 храмов. Храм Ват Рачабурана был построен в 1424 году на месте кремации старших сыновей короля Аютаи Интарача. По легенде, после смерти короля старшие сыновья погибли, сражаясь за столицу. На престол зашел младший сын, который построил этот храм. Данный храм известен почти неразрушенным прангом, а также секретной комнатой внутри его, найденной в 1957 году, где обнаружили более 2000 артефактов, большая часть которых была из золота. Wat Mahathat – один из самых популярных буддийских храмов Таиланда. Построен в 1374 году. В переводе с тайского языка название означает «Храм Великой Реликвии». Главная достопримечательность этого храма – голова Будды, выглядывающая из корней дерева. Нет точной информации, откуда она там появилась. По легенде, голова провалилась под землю во время разрушения Аютаи бирманцами в 1767 году, а уже со временем Всевышние силы вытолкнули ее наверх. Голова Будды, появившаяся на поверхности земли после разрушения, является символом Аютаи. По всей территории храма можно увидеть большое количество обезглавленных статуй Будды. Дело в том, что бирманцы считали жителей Аютаи недостойными быть буддистами и оскверняли их святыни. По всему периметру старый город омывается 3 реками, и город практически является островом. В древности такое расположение было очень выгодным и защищало от набегов завоевателей. На всей территории старого города находятся пруды, густо заросшие лотосами и населенные большим количеством рыб. В парках можно встретить аистов, белок, различных птиц и даже варанов. Ват Шарам – храм индуистского божества Шри-Рама и место кремации короля Раматибодхи I, 1369 год. Строительство было санкционировано его сыном, и считается, что это первый храм, построенный после его смерти. Хотя сокровищницы монастыря давно разграблены, когда-то в них хранилось большое количество личных вещей и сокровищ короля. Пранг этого храма впечатляет и не поврежден, хотя другие части храма разрушены. Перед храмом находится огромное болото, известное как Буинг-Пхарам. Почва под этим болотом была вырыта для строительства этого храма и многих других храмов и дворцов города Аютая, учитывая огромные размеры этого болота. Храмы Аютаи можно обойти пешком, можно проехать на тук-туке, а можно выбрать более экзотический способ – купить поездку на слонах по улицам города.